Приветствую, друзья! Помимо полюбившегося уже многим заушного варианта ношения наушников, то и дело появляются модели, так сказать, старой школы. Да, те самые с несъемным гарнитурным кабелем и возможностью ими пользоваться напрямую. Одни из таких я и предлагаю сегодня рассмотреть. Знакомьтесь, Tengzhu Princess Changli. Собственно, поехали! Пришли наушники в небольшой, но интересно оформленной коробке с изображением, видимо, той самой принцессы и списком из технических характеристик, где стоит отметить наличие 6-миллиметровых динамиков с довольно низким импедансом 16 Ом при столь же низкой чувствительности в 95,5 дБ. Вот здесь лично у меня сразу возникли вопросы. На раскачку такая модель будет очень тугая, а значит, ей однозначно понадобится внешний усилитель. Несоответствие тут заключается в гарнитурном блоке, который сейчас мало какие ЦАПы поддерживают. Ну а подключать героев обзора напрямую в телефон или планшет – абсолютнейшее безумие. Классических 20 милливатт им точно не хватит. Внутри я нашел лишь сами наушники и пакет с двумя наборами силиконовых амбушюр, одни из которых, кстати, мои любимые KBIR 07. Кабель у них несъемный, с прозрачной такой оплеткой, гарнитурным блоком и соответствующим ему штекером на 3,5 мм. Сами чашечки представляют из себя металлические бочонки со множеством любопытных узоров. Отверстием для компенсации 6-миллиметрового динамика, средним по габаритам звуководом, а также металлической защитной сеточкой. Выглядит это достойно, сидят наушники удобно, да и звукоизоляция у них в норме. Вот так, друзья, это все и смотрится. По измерениям у нас идеальный, как по учебнику, импульс, искажения в пике, достигающие почти 2%, что довольно-таки много, и небольшие расхождения между левым и правым каналом. Фазовая кривая ведет себя корректно, затухание на 30 и 60 дБ составляет где-то 75 и 99 миллисекунд без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 12 дБ с пологим таким заходом на середину, аналогичные амплитуды выделения области разборчивости и еще один чуть менее выразительный пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее нам подсвечивают 15 и 19 кГц, чтобы добавить звук немного воздуха и подсветить различные перкуссионные моменты. Согласен, это очень напоминает настройку DeFi, но лишь в ключевых моментах. У КЗ чуть меньше баса, ниже общая выразительность и заметно больше высоких частот. В плане подачи с комплектными белыми насадками мы получаем какой-то серый, скучный и абсолютно неинтересный звук. С цветными все гораздо лучше, проявляется некоторая выразительность и мелодика. Если проводить сравнение, то ближе всего Tengzhu, как ни странно, оказываются к тем самым DeFi. Причем на фоне КЗ принцесса Changli мне показалась нейтральнее, суше, с немного зажатой выразительностью и куда беднее в плане передачи эмоциональной части композиции. Все верно. Здесь мы, как обычно, получаем характер, нацеленный скорее на вдумчивое вслушивание, чем на безудержное веселье. Не скажу, что это минус, но в мелодичности они заметно сдержаннее, нет того ощущения объема у тембров и не особо простирается пространство сцены в глубину. Слушать такое, конечно, тоже интересно, но стилистически у них, очевидно, есть ограничения. Я бы ориентировал Changli на рок, рэп, различную нетанцевальную электронику и всякую тяжелую музыку, которая обилие эмоций иногда даже мешает. Кто-то, возможно, оценит их и в отношении джаза или академической музыки, однако, на мой вкус, DeFi в этом плане приготовит звук намного ближе к оригиналу. Хотя это мы уже уходим во вкусовщину. Разрешение явно не конек Changli. Звучат они слегка сглаженно и массивно. Да, прорисовка нюансов тут неплохая, но это больше о макро, чем о микродинамике.
Тем же, кто предпочитает слегка пресный нейтральный окрас без лишней яркости и насыщенности, герои обзора однозначно понравятся. Тем более, что они наделены прекрасным разделением инструментов, неплохими атаками и текстурностью на басах, прекрасной динамикой, акустической массой и заметно так упрощенными, но абсолютно безопасными верхами. Вокал тут немного приближен к слушателю, все тембры легко узнаваемые, музыкальная картина строится более-менее целостной, а частоты грамотно сбалансированы. То есть, за исключением эмоциональной составляющей, все очень даже достойно. Если вы из тех, кто любит легкую такую напряженность звучания и акцент на негативе, это, друзья, точно ваш звук. Мне они сильно напомнили ту самую первую версию Moondrop Aria. Есть у такой подачи своя армия фанатов, к которой я точно не отношусь. Слушать такое можно, но гораздо больше удовольствия я лично получаю от явно выраженной мелодики, тембрального объема и подчеркнутой эмоциональности. Раскачать, еще раз замечу, эти наушники совсем непросто, так что втыкать их в 3,5 мм разъем смартфона будет крайне наивно. Им нужен хороший такой усилитель, милливатт, эдак от 60, если считать на 32 Ома нагрузки. По окрасу совершенно не важно, что вы выберете в качестве источника, так как Чен-Ли перекроют все на свой собственный лад. Единственная высокая техничность здесь будет точно в тему. И итогом, динамические наушники Tengzu Princess Changli довольно удобны, имеют редкую на сегодня прямую посадку, целую гору реально качественных насадок и, к сожалению, несъемный кабель. Зато в нем есть гарнитурный блок. По подаче же это нейтральный такой окрас с довольно глубокими и четкими басами, массивной, но в эмоциональном плане сдержанной серединой и упрощенными, однако абсолютно безопасными верхами. Тем, кто любит плотный нейтральный звук с хорошим разделением инструментов типа Moondrop Aria, эта модель явно понравится. На поприще наушников с прямой посадкой сильно не разгуляешься, так что даже это, можно сказать, редкий бриллиант и просто невероятный прогресс. А на этом у меня все. Это были наушники Tengzu Princess Changli. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.